Как бросить пить и насколько сложно это сделать? Легких рецептов у нас не будет, сделать это действительно сложно. И самое главное, не помогут ни кодировки, ни подшивки, если человек сам не хочет бросить пить. Человек просто дождется, пока ему можно будет пить, и снова нажрется в сопли. И подшивки, и кодировки – это возможность, которая позволяет легче бросить пить. Этим временем нужно воспользоваться с умом, чтобы подготовиться к полному отказу от алкоголя. Если у вас нет проблем с алкоголем, да ради бога. Но у большинства населения нашей страны, да и скорее всего на земном шаре, у большинства населения проблемы с алкоголем есть. И дело в том, что алкоголизм сейчас в обществе возведен в норму. И те, кто культурно выпивает, пьют типа как все, говорят: да какой же я алкоголик, я ж как все. Но дело в том, что алкоголизм уже возведен в норму. Поэтому если вы хотите бросить пить, то вы должны это осознать. Нельзя бросать пить постепенно. Мой личный опыт говорит о том, что достаточно просто решить. Я употреблял алкоголь лет с 15 или с 16, допустим, с 16 до 36 лет. И проснувшись на утро после своего 37-летия, после дня рождения, я понял, что больше не пью. Во-первых, жизненные обстоятельства давно намекали, что хорош бухать, потому что по пьяни я стал чудить. У меня никогда не было запоев, но в рамках одного вечера-ночера я терял контроль над употреблением алкоголя и пил, пока есть что пить. А когда заканчивалось, вызывал такси, ехал в ночные ларьки, которые продают алкоголь круглосуточно. Наверняка вы знаете такие, у вас в городе тоже, наверное, такие есть. Или не в городе, а в вашем населенном пункте. С годами стало бухать все тяжелее и тяжелее, и если в 20 лет можно было пить алкоголь до самого утра, потом поспать пару часов, потом идти на работу, на учебу, еще куда-то, а вечером снова куражиться с друзьями, то после 35 так уже не получалось. Похмелье стало занимать все больше времени, и даже хотя я не похмелялся, я мог болеть с похмелья не один день, а 2 дня, а то и 3. И вот после своего 37-летия я поставил новый рекорд. Я отходил после пьянки 5 дней. 5 чертовых дней. То есть фактически я просрал неделю. День рождения, а потом 5 дней отходника. Первый день я вообще не знаю, как выжил. Во второй день у меня было ощущение, что я крепко бухал накануне. А накануне-то я не бухал, это было днем раньше. В третий день я более-менее начал приходить в себя. В четвертый день я почти отошел. И на пятый день были только легкие следы и напоминания о похмелье. Вот такая была чудовищная интоксикация организма. Алкоголь – это реальный яд, который продают официально. И наверняка вы об этом задумываетесь, раз оказались на этом видео. Не хочу никого ни к чему призывать, не хочу ни за что агитировать, каждый сам решает, бухать ему или нет. Я вот решил, что хватит. И моя история довольно прозаична. По моему опыту, среди людей старшего поколения, поколения моих родителей, к 40 годам или с 40 до 45, в общем, в районе сороковника, многие мужчины осознают, что хватит бухать. Есть пример моего отчима, есть пример моего дяди, есть пример пары родительских знакомых. В районе 40 лет очень многие мужчины понимали, в 90-е годы примерно, как раз им в районе 90-х годов было лет по 40, реально многие понимали, что хорош бухать, хотя в 90-х-то появилось алкоголя намного больше, чем было в 80-х, бухай не хочу, но многие в районе 40 лет понимали, что хорош. И я практически тоже, можно сказать, что в районе 40 лет это понял. 37, почти что 40. Я не пью уже несколько лет с той поры, и поначалу было тяжело. Да, не буду говорить, что будет легко, реально, ребята, будет трудно. Первые месяцы, полгода, наверное, точно я не вспомню сейчас, было очень тяжко. Выпить хотелось постоянно. На работе я перетрудился с бизнесом, я очень устал, у меня нервы, у меня стресс, нужно выпить и расслабиться. Алкоголь не помогает решать проблемы. Он притупляет остроту от их ощущения, но на утро ты просыпаешься с теми же проблемами, которые у тебя были накануне, до того, как ты нажрался, так еще и с головной болью, так еще и с похмельем, а то и с тошнотой. И, кстати, до 30 лет я не знал, что такое блевать с похмелья. Я это узнал где-то, наверное, лет после 30. Я узнал, что такое похмелье длиной более 1 дня. Я и без того решил, что хорош бухать после своего 37-летия, но с учетом того, что я еще и 5 дней потратил на отходники, я понял, что нет, я не могу себе такое позволить. Я работаю на себя,
И если я просрал целую неделю, то я украл эту неделю у себя. Я не дозаработал деньги, которые мог заработать, я не сделал какие-то полезные дела, и я был просто овощем, но в первые-то 2 дня уж точно. Причем в самый первый день я воду в себя, а она обратно из меня. Я даже воду пить не мог в первый день. Но я реально траванулся алкоголем, при этом я пил только пиво. Но выпил я его, литров 10, наверное. 12. Много. Это, во-первых, деньги, во-вторых, ожирение, в-третьих, съехавшая крыша по пьяни. И когда потом рассказывают друзья, иной раз удивляешься: да ладно, это я? А зачем? А для чего? И если в 20 лет, в 25 чудили по мелочи, и даже если беспамятство алкогольное наступало, то все равно там, в 20-25 лет это было не так уж страшно. А тут я просто стал понимать, что если я продолжу, то с моей тягой к приключениям и с полным отключением башки, с боевым безумием по пьяни, у меня есть реальные шансы закончить или в тюрьме, если я кого-нибудь покалечу, или инвалидом, если кто-нибудь покалечит меня, или вообще в могиле, досрочно выпилившись из жизни. Уходить из жизни до 40, на мой взгляд, неразумно. По своей воле. А если ты бухаешь, то ты по своей воле приближаешь и увеличиваешь риск досрочного самовыпила, назовем это так, досрочного ухода из жизни. Поэтому как я бросил пить? Да просто взял и бросил. Точно так же я бросил курить. Мне было 7 лет. Было это более 10 лет назад. Я работал в средствах массовой информации, и 7 мая мы отмечали День радио. За вечер-ночер, естественно, я выпил очень много, и я выкурил 3 пачки сигарет. Начиная где-то с обеда и там до следующего утра, пока мы праздновали День радио. Потом 8 мая у меня были отходники, 9 мая было 9 мая, грех не выпить, я опять нафигачился. И выкурил еще, по-моему, 2 пачки. Но уже не за ночер, там часов до 2, до 3 ночи, тоже с обеда. Я выкурил 2 пачки сигарет. Но фактически, когда вот сидишь на улице, на лавочке, май, тепло, приятно, одну за другой, чуть ли не прикуривая от бычка. И когда я проснулся утром 10 мая, я понял, что я больше не курю. Прошло, грубо говоря, 10 лет, я бросил пить точно так же. Проснулся после своего дня рождения и понял, что я больше не бухаю. А последующие похмельные отходники 5-дневные меня в этом ощущении укрепили. Но на самом деле это было не моментальное решение. Я сначала не пил 2 месяца, потом попил где-то год, потом не пил полгода. Были же мысли, что я полгода не пил, сейчас я буду по чуть-чуть, и я буду блюсти норму. Да нифига. Блюдешь норму день, 2, неделю, а потом все равно все возвращается к тому, что было. Ведь говорят, что алкоголь — это прогрессирующая безвозвратная деградация. И если ты дошел до какого-то уровня алкогольной деградации, то после перерыва в употреблении начинаешь с этого уровня. Не происходит никакого отката, никакого отправления. Ты начинаешь ровно с того же места, где остановился. Вот где остановился, оттуда и продолжаешь. Соответственно, после полугода без алкоголя я думаю такой: ладно, попью немножко. Попил не немножко, прошло еще полгода, настал день рождения, я понял, что все хорош. Это не с первого раза получилось, к этому я шел какое-то время. Когда в юности, в 25 лет, по пьяни крыша едет раз в 2-3 года, на это можно закрыть глаза. С 30 до 35 лет крыша начинает ехать чаще, раз в год, допустим, уже начинаешь задумываться, что как-то это не то. А когда после 35 по пьяни допиваешься до того, что крыша уезжает по пьяни 2-3 раза в год, это опасно и для окружающих, это опасно и для самого себя. И чем это закончится, никто не знает. Много факторов сложилось, и жизненные обстоятельства, и то, что крыша по пьяни стала уезжать, и все более-более длительные похмелья, и то, что я перепорол прям очень жестоко на свой день рождения. Так я бросил пить, и если вы сталкиваетесь с аналогичной проблемой, то начните с желания и с осознания. Вы должны признать себе честно: я алкоголик, я это признал, я не валялся под забором, хотя, может, и валялся, я просто об этом не помню. У меня точно не было запоев многодневных, но я точно был алкоголиком, потому что в рамках одного дня вечера-ночера я полностью стал терять контроль над количеством выпитого. Пью, пока есть что пить, когда закончились какие-то ночные поездки куда-то в круглосуточные ларьки, но это так себе история, и никому это не надо. Больше денег сразу стало оставаться. Здоровье поправилось, лучше стал спать по ночам, перестал мучиться с похмелья, повысилась работоспособность. Реально, это просто было сделано для выживания. И пока вы сами не поймете, что у вас реальные проблемы с алкоголем, никто и ничто вам не поможет. А если вы сталкиваетесь с проблемой алкоголизма у ваших близких, муж, сын, брат, отец, кто угодно, жена, сестра, дочь, вы вряд ли сможете чем-то им помочь, если они сами это не захотят. Даже если захотят, успех на 100% не гарантирован. А уж если не захотят, то ничем вы им не поможете. Нужно собственное решение человека. Если эта проблема вам близка, то подписывайтесь на канал. На этом канале будет много историй людей, которые бросили пить.
совершенно точно у нас будет много историй людей, которые поняли, приняли и сделали. Поняли, что нужно отказываться от алкоголя и бросили пить. Как бросить пить? Просто не пить. Как бы издевательски это не звучало. Это так и есть. Как бросить пить? Просто не пить.